Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых записей на занятия из мой класс в сервис email рассылок SendPulse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые записи из мой класс в другие системы. Например, в SendPulse вы сможете добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных «Мой класс». Далее необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить записи новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт «Мой класс» к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет «Мой класс». Далее переходим в настройки. Теперь в раздел API и Webhooks. Если у вас еще не создан API ключ, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. Я же буду использовать уже созданный API ключ, скопирую его и вставлю в соответствующее поле в системе Apex Drive. Обратите внимание, чтобы ваш API ключ был включен. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы «Мой класс» дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одной из записей «Мой класс». Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных «Мой класс» успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SendPulse. Далее необходимо выбрать действие «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт SendPulse к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать API ID и API секрет. Для того, чтобы получить эти данные, переходим в личный кабинет SendPulse. Далее переходим в настройки аккаунта. Теперь переходим на вкладку API. Копируем ID и секрет и вставляем их в соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую будут добавляться новые контакты из «Мой класс». Теперь вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в SendPulse. В эти поля вы можете назначать переменные из «Мой класс». Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в SendPulse в виде новых контактов при каждой новой записи из «Мой класс». Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SendPulse». После успешной отправки переходим в SendPulse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка SendPulse в качестве приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!